Украина допускает отход позиций. Жесткий сигнал от Москвы. Речь идет об отводе войск. Киев готов заморозить боевые действия и создать нейтральную зону, но при условии, что и российские силы отступят. В Белом доме прозвучало резкое заявление. Тем временем Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета с президентом Сербии, который собирался лететь в Москву. На российскую столицу снова направлены беспилотники, в результате нарушена работа аэропортов. Россия озвучила условия, что требует Кремль, чтобы переговоры не сорвались. Произошел прорыв, в РФ заявляют, что украинские бойцы зашли в Теткино-Курской области. Это канал Протек, кратко, точно и по существу о главных событиях в мире. Если у вас есть мнение, оставляйте комментарии под видео и отвечайте на вопросы. Начнем. Эстония привела в действие кибероружие. В Таллине стартовали крупнейшие международные учения по киберобороне. В них участвуют 4000 специалистов из 41 страны, включая представителей НАТО и стран-партнеров. В рамках учений была проведена масштабная кибератака на вымышленную страну Бериллию. По сценарию, ударам подверглись ключевые объекты, критическая инфраструктура, каналы связи и финансовые учреждения. Атака строилась на реальных инцидентах прошлого, в том числе с применением искусственного интеллекта. Март Норма, глава Центра киберобороны НАТО, отметил: «Наши сценарии охватывают последние события, подводные диверсии, дроны, удары по инфраструктуре и важнейший элемент – информационные и когнитивные операции, которыми противник пытается манипулировать восприятием». Отдельно выделили работу по стратегическим коммуникациям, которая проходила при участии партнеров из Центра НАТО. Параллельно, с 5 мая, в Эстонии стартовали масштабные военные маневры, целью которых является отработка обороны и взаимодействие с союзниками. Сегодня около 19% европейского газа поступает из России через турецкий поток и в виде СПГ. Это почти в 3 раза меньше, чем до 2022 года. Еврокомиссия собирается нарастить закупки сжиженного газа из США, чтобы заменить российский, выполняя требования президента Дональда Трампа, стремящегося уменьшить дисбаланс в торговле между ЕС и Америкой. Тем временем, по сообщениям сербских СМИ, Литва и Латвия отказали в пролете воздушного судна с президентом Сербии Александром Вучичем, который планировал принять участие в параде в Москве. Литва объяснила отказ техническими и дипломатическими нюансами, а Латвия – политической чувствительностью визита. Также жалобы поступили от премьера Словакии Фицо. Он утверждает, что Варшава и Вильнюс не дали разрешения на пролет и ему. В то же время в Москве сообщили, что на Красной площади соберутся лидеры 29 государств. Также ждут высоких представителей из Индии, Южной Африки и Никарагуа. Кремль пригласил послов из США и КНДР, руководителей СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и других международных структур. Украинская сторона, как утверждает Washington-Post, не собирается наносить удары по Красной площади. В этом нет смысла из-за плотной противовоздушной обороны. Однако, издание указывает на возможность атак по другим регионам РФ. Другой источник в украинской обороне отметил, что удар по мероприятию с участием делегаций из Китая, Индии и Европы может вызвать ответную реакцию со стороны РФ и вызвать недовольство Запада. Он назвал разговоры о якобы планируемом ударе Украины информационной кампанией. Несмотря на это, накануне Украина выпустила десятки ударных дронов, что привело к перебоям в работе ряда аэропортов, включая московские. Взлеты и посадки были приостановлены из-за введенного плана «Ковер». Андрей Коваленко, глава Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, заявил: российское ПВО сейчас в крайне уязвимом состоянии, поскольку все силы брошены на охрану парада. Россия же, в свою очередь, заявила: любые предложения о мире будут отклонены, если поставки оружия Украине продолжатся, особенно систем «Патриот», играющих ключевую роль в ее ПВО. Мария Захарова, представитель МИД РФ, прокомментировала: поставка вооружения только отдаляет перспективу урегулирования. Это ведет к эскалации и жертвам. Те, кто якобы заботится о жителях Украины, фактически делают все, чтобы их погибло еще больше. США тем временем сделали громкое заявление. Келлог, спецпредставитель Трампа, утверждает: на фронте может появиться 30-километровая демилитаризованная зона. Украина согласна на отвод войск и ждет аналогичных действий от России. Давайте послушаем заявление полностью. Кит Келлог: сейчас у нас есть шанс. Украина готова остановить боевые действия на текущих позициях и создать нейтральную зону. Они предлагают отойти на 15 километров,
и чтобы Россия сделала то же самое. В результате появится полоса шириной 30 километров, которую можно будет контролировать и мониторить. По словам Келлога, существует группа стран – Великобритания, Франция, Германия и около 12 других, готовых направить силы для контроля воздушного пространства западнее Днепра. Восточную часть они охранять не будут. Это будет миротворческая миссия, способная замедлить ход конфликта. Если удастся достичь 30-дневного перемирия, считает он, его можно будет продлить. После паузы сложно возобновить боевые действия. Думаю, ни одна сторона этого не захочет. Все выдохнут и скажут, наконец-то закончилось. Он уверен, только один человек в состоянии реализовать такой сценарий – Дональд Трамп. И считает, что тот справится. Что думаете вы? Возможен ли такой поворот? Пишите в комментариях. ВСУ пересекли границу и вошли в Теткино на территории Курской области. Об этом накануне писали российские военные блогеры. Речь, вероятно, не идет о масштабной операции, а о действиях мобильных групп пехоты, в том числе с применением квадроциклов. В то же время российские ресурсы публикуют видео ударов фугасными авиабомбами по позициям ВСУ на территории РФ. Некоторые кадры демонстрируют попадания по жилым домам. При этом отмечается, что говорить о победе рано. Бои идут. Противник не достиг заявленных целей. И хотя мы отражаем удары на 4-й год войны, это не повод для радости. Телеграм-аналитики предполагают, что атаки ВСУ на этом направлении, приуроченные ко Дню Победы, могут не закончиться. Пока официальные представители Украины не дали комментариев по поводу ситуации в Теткино. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!